Ты смотрел на карту мира тысячи раз. В школе, в интернете, на стенах аэропортов. Ты думал, что знаешь, как выглядит наша планета. Но карта, которую ты видел всю свою жизнь, это ложь. Не случайная ошибка. Не устаревшие данные. Намеренное, математически неизбежное искажение, которое изменило то, как ты воспринимаешь весь мир. Возьми любую стандартную карту. Ту, что висит в классах, открывается в браузерах, печатается в учебниках. Посмотри на Гренландию. Она выглядит примерно такой же по размеру, как Африка, правда? Огромный белый остров, почти равный целому континенту. А теперь реальные цифры. Площадь Африки около 30 миллионов квадратных километров. Площадь Гренландии чуть больше 2 миллионов. Африка в 14 раз больше. На карте это не видно. Совсем. Вот в чем проблема. Земля — сфера. Карта — плоскость. И когда ты разворачиваешь сферу на плоскость, что-то неизбежно ломается. Это не мнение. Это математика. Немецкий математик Карл Гаусс в XIX веке доказал теорему, которую называют теорема эгрегиум, выдающаяся теорема. Из нее следует: невозможно точно развернуть поверхность сферы на плоскость без искажений. Никогда. Ни при каком способе ты можешь сохранить форму, но потеряешь размер. Можешь сохранить размер, но потеряешь форму. Можешь попытаться сохранить и то, и другое, и потеряешь направление. Выбор всегда есть. Но платить придется в любом случае. И вот здесь появляется Герард Меркатор, 1569 год. Фламандский картограф создает проекцию, которая буквально изменит восприятие мира на следующие 500 лет. Его задача была конкретной – помочь морякам. В эпоху великих открытий корабли бороздили океаны, и штурманам нужна была одна вещь – прямые линии курса. Если ты плывешь под постоянным углом к северу, на карте Меркатора этот курс выглядит как прямая линия. Это спасало жизни. Это было гениально. Но у этого гения была цена. Чтобы прямые линии курса оставались прямыми по всей карте, Меркатор растянул широты. Чем дальше от экватора, тем сильнее растяжение. Страны у экватора остались близкими к реальному размеру. Страны у полюсов раздулись до неузнаваемости. Гренландия превратилась в монстра. Аляска стала великаном. Европа выросла, Африка изжалась относительно всего остального. Меркатор не собирался обманывать. Он создавал инструмент для навигации, а не для сравнения площадей. Но инструмент для моряков попал в школьные классы. И остался там на века. В 1973 году немецкий историк и публицист Арно Петерс поднял этот вопрос публично. Кстати, если тебе нравится такой формат, подпишись на канал и поставь лайк. А теперь вернемся к главному. Он представил альтернативную равновеликую проекцию, известную сегодня как проекция Галла-Петерса, поскольку схожий принцип был описан шотландским священником Джеймсом Галлом еще в 1855 году. На этой карте Африка выглядит так, как она есть – колоссальной. Южная Америка – огромной. Скандинавия – маленькой. Карта мгновенно стала политически заряженной. Критики говорили, что карта Меркатора ставит богатый северный мир в центр и сверху, раздувает его до размеров, которые он не занимает, и визуально уменьшает бедный южный мир. Петерс утверждал, что это не случайность. Это власть, воплощенная в линиях и цветах. Спор был горячим. Картографы критиковали проекцию Галла-Петерса за то, что она, сохраняя площади, растягивала формы стран до неузнаваемости. Африка выглядела вытянутой и странной. Идеальной карты не существовало. Не существует и сейчас. Но вот что важно понять. Каждая проекция – это выбор. И каждый выбор несет в себе точку зрения. Американский географ Марк Монманье написал об этом книгу с провокационным названием «Как лгать с картами». Его аргумент прост. Карта не может не лгать. Любое упрощение реального мира до плоского изображения требует решений, что показать, что скрыть, что растянуть, что сжать. Эти решения принимают люди. Люди с целями, культурами, политическими взглядами. Посмотри на еще один момент, который ты, вероятно, никогда не замечал. На большинстве стандартных карт север вверху. Это кажется очевидным, естественным, почти физическим законом. Но это не закон, это соглашение. Исторически многие культуры рисовали карты с востоком вверху. Отсюда слово «ориентация», от латинского «oriens» – «восток».
Арабские средневековые картографы часто ставили юг вверху. Австралийские художники создавали перевернутые карты, где юг наверху, просто чтобы показать, ни одна ориентация не является более правильной, чем другая. Север оказался вверху во многом благодаря европейской картографической традиции, которая распространилась по миру вместе с колониальной экспансией. И теперь это ощущается как факт природы, а не как исторический выбор. Есть еще один слой. Google Maps, Apple Maps, любое навигационное приложение в твоем телефоне, они используют модифицированную проекцию Меркатора. Да, именно ее, с теми же растяжениями у полюсов. Причина прагматична. Прямые углы удобны для тайловых систем и рендеринга на экранах. Технологическое удобство увековечило визуальную ложь еще на одно поколение. Но вот что по-настоящему интересно. Исследования в области когнитивной географии, раздела науки, изучающего, как люди строят мысленные карты мира, показывают, что изображение на карте может влиять на интуитивное ощущение относительного размера и значимости стран. Ряд научных работ фиксирует: люди склонны переоценивать размер стран, которые на привычных им картах выглядят большими. Это не заговор. Это возможный когнитивный побочный эффект визуальной привычки. Ты смотрел на увеличенную Европу всю свою жизнь, и часть твоего интуитивного ощущения масштаба мира, возможно, сформировалась этой картой. Не географией, картой. Математика Гаусса была безжалостна. Идеальная карта плоского мира невозможна. Но человеческий выбор, какую ложь принять, какое искажение терпеть, что поставить в центр и что отодвинуть на край, это уже не математика. Это культура. Это политика. Это история, нарисованная линиями. Когда ты в следующий раз откроешь карту, любую карту, она покажет тебе не мир. Она покажет тебе чье-то решение о том, каким мир должен выглядеть. И это решение было принято задолго до твоего рождения ради целей, о которых тебе никто не сказал. Ты смотрел на эту карту тысячи раз. Теперь ты никогда не посмотришь на нее так же. Не забудь подписаться на канал, поставить лайк и включить колокольчик. До встречи в новых видео.